Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Таро-прогноз. Цыганский старинный пасьянс. Что произойдет со дня на день? События ближайших дней. Давайте с вами узнаем. И я не ставлю специально жестких рамок, сроков. Это мы можем расценивать как прогноз на неделю, предположим. Да, все же я повторяю такие расклады. Но это у кого-то вопросы решаются значительно быстрее. Пару дней и все. У кого-то наоборот, какая-то тянучка из прошлого, да, идет. И кажется, что ну вот-вот вопрос решится. А вот окончательно какого-то итога подвести не получается. Сентябрь месяц, поверьте, мы будем подводить много итогов и прояснять многие ситуации. К этому располагают энергии. Будет много работы, будет много активности. А также еще, знаете, как проработка собственных уязвимостей. Уязвимости – это какая-то наша болевая точка или какой-то триггер, который мы скрываем ото всех. Но наступает время, когда именно для нас этот триггер уже как оковы. Мы себя вроде бы сохраняем, но в то же время это мешает идти вперед. Я вас приглашаю на свой сайт, оставляю ссылку в описании под видео. И перейдите, прочитайте, я думаю, подсказок будет еще больше. И, конечно, останемся реалистами, я всегда об этом говорю. Любой прогноз, расклад, он ведь не расскажет о личной истории каждого из вас, правда? Хоть объединяет знак зодиака нас, но тем не менее. Это как мы живем под одним небом, но видим разные горизонты. Итак, так что же там случится, произойдет? Какие события? И пасьянс – это как раз про события. Смотрю я, смотрите и вы, мои дорогие рыбы и рыбки. Итак, что же у вас в ближайшие дни? Вторая колода – это у нас в Чаромаркете Таро снов. Что же тут для рыб и рыбок? Ну, вот интересно, я пока не вижу совпадений. Ну да. Вот когда так быстро не выпадает совпадение, мои дорогие, это, скорее всего, ну, где-то тоже течение жизни или тот же ритм, по крайней мере, в ближайшие дни, может быть, вы и будете какую-то аналитику проводить, ну, как бы внешне, да, вот именно события. Я не могу сказать, что тут прям с места в карьеру куда-то вы мчитесь. Нет. И добавляет того, что я сказала, или утверждает. Якорь, уверенность. Ну, значит, если не было этой уверенности, постепенно какой-то вопрос отстраивается. И это уже благо. А вот правда интересно. У нас уже пошел последний ряд. Но я не вижу, что тут каким-то образом быстро разворачиваются события. Вот смотрите, уверенность. А тут у вас что еще выпадает, мои дорогие, любимые рыбы и рыбки? Колокол. Колокол – это внезапное известие, причем, ну, знаете, чаще это даже внешнее, или от другого человека, или связанное, может быть, ну, даже с какой-то общемировой ситуацией. Тут ведь у каждого по-своему, смотря чем вы занимаетесь. И колокол это мы изменить не можем. И не мы это инициировали, но каким-то образом вам придется это учитывать. Какая-то общая температура по больнице, так и хочется сказать. Поэтому, ну, где-то внутренне, может быть, будьте к этому готовы. И я смотрю, что же у вас еще совпало. Сейчас мы дополним колодой Таро. Это нам о чем хотят рассказать карты? А вот и правда, тут, знаете, у кого-то может быть так. Смотрите. Костер – это как семейный очаг. Ну, это могут быть и домочадцы, ваши близкие, родственники. Кто вхож в ваш дом, у кого-то, может, и друзья. Иногда друзья бывают ближе, чем родственники, это тоже реальность. А для кого-то вопросы дома, вопросы жилья, вашего места пребывания могут просто достичь вот именно либо пика, либо вот эта новость, она будет как-то связана, может быть,
с личной жизнью. Ну, мало ли, сообщение какое-то. Причем иногда это может быть как сообщение издалека. И такое тоже допускаю. Все-таки колокол мы говорим, да? И, ну вот не вижу я больше совпадений, хотя в нашем пасьянсе мы можем и складывать крайние карты, но я уже и в крайних ничего не нахожу. Вы знаете, тут может быть такой момент, смотрите, ожидание. Вы люди очень интуитивные, и вы можете где-то предчувствовать, что какая-то ситуация, знаете, как энергия, сгусток энергии, вот она постепенно доходит до какого-то апогея. И здесь должно что-то разрешиться, потому что есть ожидание. Вот это древо– это ожидание. Конечно, тут может быть и разное ожидание, бывает и пустое ожидание. Но я вам хочу сказать, если вы куда-то подали документы, какой-то вопрос быстро не решается, а ведь правда, тут ничего не ускоришь. Может быть, это вам дает пространство, Вселенная. Такой элемент перезагрузки, когда говорят, ты отдыхай. Вот кто-то из вас устал. Ты сейчас себя не тормоши. Само по себе время не форсажа какого-то, а более гуманного, мои дорогие, отношения к самому себе. И вы великие эмпаты. И, может быть, ваша сфера чувств, ваше ощущение мира тоже требует какой-то защиты. И для вас просто говорят сейчас карты пасьянса, не торопись. Тут у тебя, ты не можешь ничего быстро изменить. Правда, посмотрите, ожидания, да? Тут скорее про взаимодействовать нужно. Либо с чем-то, либо с кем-то. А очень хорошо, когда мы вынуждены что-то корректировать, взаимодействовать, когда мы, пусть это будет новость или какое-то событие, мы это воспринимаем более беспристрастно, не пропускаем через эмоции, тогда у нас более сильная позиция, правда? Тут как будто для вас по судьбе. Вы знаете, кто-то из вас, для тех, кто один или одна, может серьезно задуматься, все-таки я подустал от одиночества. Может быть такое. Может быть и такая ситуация, когда не хочется быть в одиночестве, да, и даже если есть отношения, к примеру, к чему это может привести? Какие-то важные решения вы будете принимать. Может быть, жить вместе. Ну или вот не случайно вам выпадает все-таки семейный домашний очаг. Может быть, встречались, какой-то букетно-конфетный период, больше было романтики. А тут вы начнете что-то просчитывать, искать какие-то варианты, чтобы начать жить вместе или, к примеру, оформить ваши отношения. У кого-то могут быть вопросы вообще, в принципе, связаны с материальными благами, хоть деньги и не выпали, но все же крест. Это всегда присутствует, знаете, как причина и следствие. Причина чаще всего, ну, это наши побуждения или когда мы, ну, может быть, включились в какой-то вопрос или с чем-то согласились, а потом это сводится либо к документам, либо к финансам. Может быть, и такая какая-то история. Ладно, давайте пойдем с вами вперед. Посмотрим, что нам расскажут Таро снов Чиро Маркетти. Ваше настроение давайте, мои дорогие рыбы и рыбки, немножко проясним. Настроение в ближайшие дни. Хорошее настроение. Вы как в кругу тех, кто вас любит, кто вас знает. Ну, я не исключаю, люди вокруг, понятно, разные, но самое главное, главный акцент на тех, кто вам, может быть, и помогал прежде, и, в принципе, продолжает помогать. Тех, кто вас любит, кто вас принимает такими, какие вы есть. Это, вы знаете, это для вас своеобразная защита. Может быть, и вы будете чему-то, кстати, учиться, потому что иногда по шестерке кубков проходит, ну, это, знаете, мы, к примеру, слышим какую-то новость и пытаемся понимать, откуда ноги растут у этой новости. То есть, к чему это может прийти, да, или мы ищем какую-то информацию, или даже кто-то из наших близких или из друзей нам объясняет какую-то сложившуюся позицию, обстоятельства, но это все равно всегда есть контакт. Да, иногда
говорят, что шестерка кубков – это карта ностальгии. Я не исключаю. Может быть, и эмоции где-то, но это более приятные эмоции, очень добрые. Даже если вы что-то о чем-то вспоминаете, ну, может быть, и была какая-то история, которая, ну, не продолжилась, да. Но, знаете, ведь тоже отпускает, нет уже сожаления. Мы даже о тех людях, когда мы не можем уже, увы, в силу разных причин продолжать отношения. Ну, и даже если были какие-то обиды или, ну, там еще какие-то нюансы, которые в нас вызывали острые, колючие эмоции, то здесь нет, тут уже нас где-то, ну, мы и сами успокаиваемся, но и общая атмосфера на нас влияет так, чтобы мы принимали, вот, наверное, эти уроки жизни беспристрастно. Поэтому вам по судьбе как будто успокоиться, отдохнуть, по сути дела, можем расценивать где-то и карту как карта отдыха. Хорошее настроение, отличное настроение. Главное, есть группа поддержки, те, кто любит, кому вы дороги. Что прояснится? Какая-то жестокость. Правда. Причем вот Чаропаркетти, обратите внимание, изобразил человека. Я надеюсь, это видно. Он вот так упрямо, колко смотрит как будто на нас с этой карты. Он намерен действовать только по-своему. Он не будет, он не готов к гибкости. Он не готов к каким-то компромиссам. Вот вас может, какой-то человек, может быть, прежде была такая история. Или какая-то знакомая ситуация до боли. Вы можете ставить в чем-то точку. Или в зависимости от того, кем является эта персона. Явно тут есть какая-то персона, которая, может быть, отчасти вам надоела тем, что в вашу жизнь либо приносит какие-то минусы, либо какой-то хаос, либо буквально жестокость. И я не имею в виду напрямую, хотя я допускаю, что и агрессия, время у нас такое сейчас. Но это может быть, знаете, абсолютное равнодушие к боли других людей. И это для вас, знаете, такой мощный диссонанс. Вы ведь люди очень добрые. Вы люди, вот именно эмпаты. Вы воспринимаете, то есть это вас надо здорово натренировать, когда вы становитесь словно ежики вот такими колючими и сами уже тоже где-то. Правда, рыбы тоже разные бывают. Бывают и золотые рыбки, как вы можете, да, ими быть. Вы можете просто быть такими миролюбивыми. Ну, я там не разбираюсь особо в видах, но бывают и пираньи, будем говорить. Вот правда ведь, мои дорогие? Вот это тот случай, когда, будучи, наверное, превратиться из, может быть, золотой рыбки или более такой какой-то миролюбивой, эмпатичной, превратиться даже где-то с элементом пираньи. Не все однозначно. Потому что может быть какая-то ситуация, или просто для кого-то это надоело, вот какая-то, знаете, как пробы и ошибки. Может быть, вы кому-то доверяли. Каждый раз это была история, когда она повторялась. Это не есть что-то новое. По пятерке меча это уже до боли знакомое старое. Но вот именно в этот момент мы спросили, что прояснится в ближайшие дни, может быть, в пределах сентября месяца вы точно с каким-то человеком разберетесь от и до. И отправной пункт – это именно может быть ваше какое-то особое ощущение жесткости, холодности и, может быть, даже жестокости. Пусть эта жестокость внутренняя, да. Нет ни душевности, ни сострадания, нет ни помощи. Ну, где-то, знаете, это люди из разряда и снова мне, и всегда плохо, и всегда мало. А взамен, ну вот какая-то черная неблагодарность или предательство, мои дорогие. Вот какая-то такая ситуация у вас будет разрешаться. А что же для вас? Вот слушайте, неожиданно. Ну, понимаете, вам действительно, вы на что-то не можете решиться. Какие-то внутренние страхи. Вот, может быть, это триггер, о котором я говорила. Правда, прочитайте гороскоп на сентябрь. Особенно то, что вот по позиции я указала до знаков зодиака, вот эту статью.
И по девятке мечей это мы настолько вот уже в какую-то ситуацию загнаны и одновременно в самой ситуации загнаны в угол, что это мы уже света белого не видим. Ведь это карта внутренних страхов. Это страха того, который нам искажает реальность. А на самом деле этого нет. Вас как будто кто-то либо в рамки ставит, либо пытается к чему-то склонить. Вам нужно себя беречь, мои дорогие. Тут, правда, не нужно куда-то торопиться. И да я бы даже сказала, с учетом таких карт, надо слушать себя, чего просит ваша душа. Вы хотите продолжать? Есть риск в том, что если вы как соскользнете, согласитесь на что-то, то потом это как дорога в никуда. А что вам делать? Давайте достанем карту совет. Сохранять самого себя, самоконтроль. Не сказать ни да, ни нет. Вы знаете, вам нужно, если держать баланс или дипломатию, то с максимальным плюсом для самого себя или самой себя. Все же да, мы контролируем. Может быть, и по части финансов. Может быть, у кого-то вот какая-то такая жесткая ситуация именно обусловлена финансами. Вы можете себя кому-то помогали, а сами остались без денег. Вот такое, да, что-то может быть. Все-таки перекладывайте на себя, ведь это что прояснится. Но очень добрая карта. И даже если был какой-то минус по финансам, шаг за шагом, день за днем, все стабилизируется, мои дорогие. Но выводы вы какие-то должны сделать, потому что я говорила, тут небезопасно. Потому что сначала мы себя обесточим, а потом еще и соскользнем на какой-то, как глубину, в какой-то омут эмоциональный. А попробуй оттуда выберись. Это не так просто. Дела, работа, бизнес. Ну вот, видимо, королева мечей вам не случайно выпадает прообраз Юдифи, и нам карта говорит о чем? Вам придется все равно какой-то однозначный выбор делать. Но, может быть, это тот выбор, который касается, знаете, вот именно взаимосвязи. Либо с людьми, скорее всего, да, либо с какими-то обстоятельствами. И ведь это карта интеллекта, холодной головы. Вот, наверное, на все ваши решения должна быть безэмоциональная какая-то оценка того, что происходит. И пусть это у кого-то будет касаться денег, а у кого-то откуда приходят деньги. Здесь ни разу не эмоции. Вас кто-то будет поддерживать, мои дорогие. А может быть, по королеве мечей. Вам придется еще и в организациях каких-то согласовывать что-то. И самое главное, мы ищем истину, правду, и мы ее находим. Наверное, меньше эмоций. Вот все-таки так. Вот такой период. Но это в ближайшие дни. Может быть, и не для всех. Я это допускаю. Дела, работа, бизнес, учеба, документы. Ну да, вот это совершенно необходимо. Не случайно это королева мечей. Думаю, дай-ка достану. Прежняя ситуация, ведь это выздоровление, это как раз вот этот триггер или это наша уязвимость. Тут вам важно что-то не повторить. Нам говорят, если ты сейчас на что-то как будто внутренне решаешься, для себя вот именно не соскользнешь, какие-то уговоры, или, может быть, и будет какой-то, знаете, как пик обстановки, то есть ну, некоторый накал такой, может быть, и будет, или он уже был, а вас еще держат эти эмоции. Вот этого уже не повторится. Это может повториться только в том случае, если ты как раз, ну, где-то и соскальзываешь на чье-то удобство. Ведь по тройке мечей разбитое сердце почему? Потому что мы кому-то доверяли. А вышло все наоборот. Я уже не повторяюсь, это где-то все та же история. Может быть, она связана именно с решением денежного вопроса или конкретно с работой. Это карта холодного равнодушия. Я сказала, холодная голова и здоровое равнодушие вам в помощь. Независимая позиция. Да, посмотрите, какая шикарная карта. Вообще Солнце в Деве у нас, да, будем говорить, в ближайшие дни, в ближайший период. Нам тут знак Девы и десятка монет. Это и вопросы дома, жилища, построение карьеры, откуда к вам приходят деньги. И как будто, вот смотрите, у вас выпали не одна мечевые карты, правда? Почему-то, мои дорогие. Ну, что выпало, то выпало. Я не подгоняю расклады под то, что мы хотим слышать, кому это помогает. Но, тем не менее, стабилизируется, нам сказали. Есть
знаете, как ваша победа в ваших союзниках, единомышленниках и тех, кто вас искренне любит. Не те, которые рассказывают вам там что-нибудь, а когда вы ж интуитивные люди, когда это на самом деле так, или карта прошлого иногда, значит, человек, который вам и раньше поддерживал, здесь тоже может оказать поддержку. И у вас как-то будет, ну вот, видимо, важное решение, от которого меняется качество жизни. Вот я вижу так. Все-таки дела, работа, бизнес, и откуда к нам приходят эти самые гроши. Ладно. Личная жизнь, любовь. Что тут для рыб и рыбок? Рыцарь жезлов. Будьте тоже готовы к неожиданностям. У нас рыцарь мчится как на морском коньке, который представлен как дракон. Это сила желания, потому что много огня в нашем сердце. Но где-то подсказка идет еще и такова. Раньше, как прообраз, да, вот конька морского означал, или, кстати, значение козерога где-то, да, тут ведь тоже, ну, мы можем переложить. Может быть, с одной стороны, мы хотим что-то стабилизировать, мои дорогие, но могут быть еще и какие-то сюрпризы. Ведь сама по себе карта говорит, будь готов к неожиданностям. Но если про морского конька я так и не договорила, это, вы знаете, это раньше, очень давно, символ был как богатство, изобилие, процветание. Вот у вас от вашего важного решения и качество жизни, и вот все то, что я уже долго говорила, но это какой-то альтернативный путь. И по части личной жизни тоже. Важное решение, судя по всему, придется принимать. А что же на финансы? Будьте мудры, вот правда. Вот смотрите, на отшельника невозможно купить. Ни на какую-то очередную лесть. Его невозможно купить на обидные слова. Ему все равно, ему фиолетово, кто что там думает. И в этом его неуязвимость. Он никому ничего не доказывает, он идет своим путем. Причем это он не делает так, знаете, помпезно, чтобы показать кому-то что-то, да, или доказать. Он просто идет своим путем. Это у вас на финансы, правда. Кто-то из вас может задуматься о вторичном доходе или вообще о каком-то новом направлении. Обучении. Почему нет? Отшельник, философ, мудрец. Он все время учится, он что-то новое узнает. Вся жизнь– это где-то узнавание нового, да, или учеба. Это его даже завораживает где-то. Но слушайте свою интуицию. Всегда отшельник с фонарем. Это прообраз нашего шестого чувства. И мы не все можем понять с позиции логики. Вот, к примеру, даже, да, мечи. Вот таких людей мы не можем понять с позиции логики, если мы сами другие. И сколько ты не думай, не гоняй мысли по кругу, почему человек поступил так, мы ничего не решим. Вот у вас какая-то прежняя, не новая ситуация, и тройка мечей, посмотрите, говорит, это ведь было. Вот сейчас идет процесс выздоровления. Поэтому тут не нужно самокопание какое-то, понимаете? Вот нет, это мешает. Здесь нужно наоборот все стабилизировать. Вам и есть конкретно какой человек вам может в этом помочь, да, или поддержать словом, может быть. Ну, а кто-то и делом. Ну, и самому-то. Видимо, потому что пока мы не сделаем выводы, мы снова и снова будем попадаться на чью-то удочку. А вот подобные личности, они встречаются в жизни каждого из нас. Поэтому вам буквально нужно быть мудрецом. Но я должна сказать, это на деньги, вам никто не мешает. Но все-таки отшельник– это больше дервиш. Поэтому вам как будто нужно строить новую стратегию собственного успеха или заработков. Но десятка монет не останетесь вы без денег, мои дорогие рыбы и рыбки. Даже если, ну, ваши платежи не приходят, не проходят или задерживаются деньги, то есть те, которые вас поддерживают и любят. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые рыбы и рыбки. Я благодарю за ваши искренние комментарии, за вашу душевность. Благодарю за вашу спонсорскую помощь моего канала, моего вдохновения и творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.